На следствии на него надели мешок с прорезями для глаз и за деньги велели опознать моего подзащитного как кровавого убийцу. Он ткнул пальцем в человека, но это оказался всего лишь приглашенный статист. Еще одна попытка и снова мимо. Расскажу вам сегодня об одном уголовном деле, в котором 20 лет назад я принимал непосредственное участие как адвокат. Это было одно из самых громких и загадочных преступлений того времени. А потом и само уголовное дело стало выглядеть как детектив и как триллер. Обстоятельства преступления были тогда на первых полосах газет. Но не все детали этого дела попали тогда в прессу, а детали эти были весьма и весьма шокирующими. Итак, это было дело о похищении и захвате в заложники первого вице-президента «Лукойла» Кукуры Сергея Петровича. Если досмотрите это видео до конца, узнаете о трагической судьбе одного из главных героев этого дела, слово «герой» я здесь беру в кавычки, молодого смоленского адвоката. Я буду называть его здесь Владлен. Здравствуйте, меня зовут Александр Васильев, и я рассказываю здесь о некоторых юридических вещах, и не только о юридических, о которых, может быть, другие адвокаты вам не расскажут. Напомню, что первого вице-президента «Лукойла» Кукуру похитили 12 сентября 2002 года в районе Внуково ранним утром, когда он ехал на работу. Его «Мерседес» был остановлен вооруженными людьми в камуфляже и в масках. Его затолкали в машину «Волга» с синими милицейскими номерами и, по версии следствия, вывезли в деревню Шабель, в заброшенную деревню Шабель Смоленской области. Это на границе с Белоруссией. А затем потребовали за него выкуп в размере $3 миллионов и 3 миллионов евро. Но через 13 дней по каким-то причинам его отпустили в Брянской области, и он на такси благополучно возвратился домой. Почему его выпустили, это осталось загадкой. Обвиняемых в уголовном деле было двое, и один из них оказался моим подзащитным. Это был молодой человек лет 30 с небольшим, бывший советский еще спецназовец с 2 высшими образованиями. Производил впечатление человека довольно умного, решительного, я бы даже сказал дерзкого, умеющего за себя постоять. А что у него было там за душой, меня это мало интересовало. Я не поп и исповедовать его не собирался. Моя профессиональная задача была оказывать ему юридическую помощь и защищать его законные права в уголовном деле. Следствие велось прокуратурой Смоленской области. Следственного комитета тогда еще не существовало. Следователь, на мой взгляд, профессионалом был слабоватым. Он упрямо, твердолобо и прямолинейно шел напролом и напоминал мне чем-то бульдозер. И я так и буду здесь его называть бульдозер. При любом удобном случае он напоминал мне, что я защищаю отпетого бандита, на котором клейма негде ставить, и обвинял меня в том, что я являюсь защитником этого бандита. И при каждом удобном случае и всеми доступными ему способами пытался высадить меня из этого уголовного дела. Правда, высадить из уголовного дела удалось его мне,
Но это уже было под занавес следствия, и какого-то влияния на ход этого следствия уже не оказало. Избавиться от всей той грязи, которую оставил этот бульдозер в деле, конечно же, не удалось. Руководство прокуратуры Смоленской области прикрывало все его действия, в том числе и действия со всей очевидностью противоправные. Оперативная обстановка в то время в Смоленской области, как и во многих других регионах, была тяжелой. Разгул бандитизма был совершенно жутким. И версия прокуратуры по этому делу в полном ее виде выглядела так. Местный Аль Капоне по прозвищу Винокур, его фамилия была Винокуров, поручил своим подручным совершить преступную операцию по захвату в заложники первого вице-президента Лукойла Кукуры и потребовать от Лукойла большой выкуп. Организация этого похищения была поручена как раз моему подзащитному. Это была версия, напомню, прокуратуры. И когда неожиданно для Винокура Кукура был выпущен на свободу, это привело его в ярость. Он пришел к выводу, что подручные его обманули, кинули, и он дал команду ликвидировать их. Однако подручные оказались не лыком шиты, они каким-то образом узнали об этой команде и опередили Винокура. Они сами его ликвидировали. Действительно, примерно через месяц после того, как был похищен и взят в заложники Кукура, Винокуров был убит. Произошло это так. Когда он возвращался из своего загородного дома, асфальт на дороге оказался залит моторным маслом. Ленд-крузер Винокурова притормозил, и в это время из канавы был открыт автоматный огонь по машине. Этот огонь вели автоматчики, которые были одеты в маскалаты типа леши. Это снайперские маскалаты. Их лица были закрыты масками. Водитель был убит сразу, тяжелую машину выбросило в поле. Сам Винокуров был ранен и пытался добежать до ближайшего лесочка, но его догнали и расстреляли в упор. Проезжающие по дороге люди, свидетели, воспринимали всю эту историю либо как учение военных, либо как аварию. Таким образом, моему подзащитному было предъявлено не только обвинение в захвате в заложники первого вице-президента Лукойла Кукуры, но и обвинение в убийстве Винокурова и его водителя. И вот 18 декабря 2003 года бульдозер представил моего подзащитного на опознание одному из секретных свидетелей. Вообще же секретных свидетелей оказалось двое. Их псевдонимы были Михайлов и Кунцевич. А легенда их выглядела так. Будто бы Михайлов и Кунцевич проезжали на попутных «Жигулях» в Смоленск по той дороге, по которой ехал и Винокуров, и они оказались на месте происшествия непосредственно сразу после расстрела Винокурова и его водителя. И когда они проезжали мимо автоматчиков, те будто бы как раз сняли свои маски и выставили свои преступные физиономии на обозрение проезжавшему мимо автомобилю, в котором как раз и находились Михайлов с Кунцевичем. И тем ничего не оставалось, как хорошенько рассмотреть их преступные физиономии, запомнить их и через год и 2 месяца опознать. Вот здесь поневоле напрашивается ремарка. Если бы это действительно было так, и эти ребята разглядели лица преступников, думаю, что дальше этого поля
они бы не уехали. Итак, 18 декабря 2003 года следователь Бульдозер представляет моего подзащитного на опознание секретному свидетелю Михайлову. Но я думаю, что многие из вас знают, как производится опознание в уголовном деле. Ну, а если кто забыл, я напомню, что следователь подбирает статистов, не менее 2 человек. Это люди, которые по своему возрасту, росту, габаритам и одежде схожи с тем человеком, которого представляют для опознания. И человек, которого следователь хочет, чтобы его опознали, он занимает место среди этих статистов по своему выбору. Опознающий подходит, смотрит и либо опознает, либо не опознает. Следователь составляет протокол. Все просто. Но в этом случае сказать, что опознание не состоялось или провалилось, не сказать ничего. Опознающий Михайлов, было видно, что это молодой человек. Держался он неуверенно, на голове был черный мешок с прорезями для глаз. Он долго смотрел на этих 3 людей, среди которых находился мой подзащитный. И минут через 7-8 указал на одного из статистов. Говорит, вот этот. Следователь молчит. Я говорю, составляйте протокол. Следователь молчит. Я несколько раз повторил, но следователь не реагировал. И минут через 7-8 секретный свидетель Михайлов показывает на 2-го статиста. Следователь молчит. И на мои попытки скандалить, он не обращает абсолютно никакого внимания. Он просто молчит. Опознающий Михайлов переминается с ноги на ногу, ждет чего-то. Ждал, но выбора уже никакого не осталось. Остался только мой подзащитный, оставалось только на него показать рукой, и Михайлов это сделал. И тут следователь стал составлять протокол и написал, что опознан мой подзащитный. В том месте, где он это написал, понятые отказались подписывать. Я был просто ошарашен таким ходом следственного действия. Во-первых, на моих глазах следователь Бульдозер совершил преступление. Он сфальсифицировал доказательства, протокол опознания. Второе, мне стало ясно, что секретный свидетель Михайлов и его напарник – это игрушки в чьих-то руках. Но в чьих? Если его готовили к опознанию оперативные сотрудники или следователь, им ничего не стоило показать из-под тишка моего подзащитного или показать статистов, и проблема была бы решена. Но этого не было. И это тоже ставило меня в какой-то мере в тупик. Замечу, что на следующий день или через 2 дня, точно не помню, секретный свидетель Кунцевич сразу якобы опознал моего подзащитного. Значит, он уже был подготовлен. И дальше, по мере допросов секретных свидетелей Михайлова и Кунцевича, меня все больше и больше изумляло то невероятное количество нестыковок и противоречий, которое появлялось в протоколах их допросов и других следственных действий. Бульдозер детализировал их показания. Вообще же детализация – это классический прием разоблачения лжи на допросе. Вот когда человек врет, следователь начинает детализировать его показания. Какая обстановка была на месте происшествия? Как выглядели предметы, какая погода, кто во что одет, что зачем следовало и так далее, и так далее, и так далее. Но бульдозер в силу своего профессионального уровня ударился в детализацию совсем с другой целью. С целью закрепить показания секретных свидетелей
и придать им какой-то весомость в уголовном деле. И результат он получал соответствующий. Нестыковки и противоречия все множились и множились. Это были противоречия с протоколом осмотра места происшествия, это были противоречия с показаниями свидетелей, настоящих свидетелей, которые проезжали по дороге. Это были противоречия между Михайловым и Кунцевичем, и это были внутренние противоречия в их показаниях, потому что то, что они говорили вчера, на завтра они уже забывали и говорили по-другому. В общем, нестыковок и противоречий был вагон и маленькая тележка. Конечно же, я начал думать, что этого просто не может быть, чтобы этих секретных лжесвидетелей готовили оперативные сотрудники или следователь, поскольку они имели полный доступ к материалам уголовного дела, и им ничего не стоило отлакировать эти показания так, чтобы комар носа не подточил. Значит, Михайлова и Кунцевича к следственным действиям готовил кто-то другой. И к тому моменту, когда уголовное дело было закончено расследованием, и мы стали знакомиться с материалами уголовного дела, фигура этого другого нарисовалась в деле совершенно отчетливо. Это был адвокат родственников погибшего Винокурова. Конечно, готовил он лжесвидетелей не из любви к искусству, а получилось так, что желания родственников Винокурова, руководителей «Лукойла» и прокуратуры Смоленской области объективно совпали. Они дружно желали, чтобы мой подзащитный оказался за решеткой на многие-многие годы. Мне хотелось предостеречь молодого смоленского адвоката Владлена от столь опасной игры, в том числе от игры с государством. Ведь фальсификация доказательств в уголовном деле – это преступление. Но я тогда подумал, что он может воспринять мои предостережения как угрозу, и я предпочел помалкивать. Уголовное дело рассматривал Смоленский областной суд. Доказательства о причастности моего подзащитного к похищению первого вице-президента Лукойла Кукуры мне удалось в суде опрокинуть, и он был по этому эпизоду оправдан. Эпизод с убийством Винокурова меня беспокоил меньше, потому что балаган с Кунцевичем и Михайловым у всех был как на ладони, а других доказательств вообще в деле никаких не было. Во время допросов в суде Михайлов и Кунцевич выглядели жалко. Они были похожи на мокрых куриц. Они сразу ушли в глухую защиту и на мои вопросы отвечали односложно или вообще не отвечали. Прокурор изо всех сил пытался мне помешать ставить эти вопросы. Судья никаких вопросов не задавала. И чем, вы думаете, закончился весь этот спектакль? А на основании показаний Михайлова и Кунцевича судья Разенкова влепила моему подзащитному 20 лет лишения свободы. После кассационного обжалования приговора от дальнейшего участия в деле я отказался. Но я знаю, что вскоре после этого личности лжесвидетелей были раскрыты. Ими оказались молодые деревенские ребята, которые за хорошие деньги согласились играть в эту игру. Они рассказали, что к допросам и опознаниям их готовил адвокат Владлен. И он инструктировал их, что говорить, что не говорить, что делать, а что не делать. Один из этих ребят даже написал явку с повинной, и Верховный суд Российской Федерации отменил приговор в отношении моего бывшего подзащитного. Дело отправилось обратно в Смоленск, но это мало помогло моему бывшему подзащитному. Срок ему скостили всего на 1,5 года.
Адвокат Владлен погиб весной 2009 года, то есть через 3,5 года после суда. Он был взорван в своем автомобиле и через месяц скончался в московской клинике. Кто его убил и по какой причине, никто не знает. Я не пытаюсь привязать его гибель к делу, о котором я здесь рассказываю. Он участвовал и в других уголовных делах. Я хочу лишь обратить внимание молодых адвокатов на то, что если стиль работы адвоката позволяет легко переступать через моральные и юридические барьеры, это путь к катастрофе. Вот такая драматическая во всех смыслах история. И я знаю, что многие из вас скажут или подумают, но с бандитизмом вот так и надо бороться. Хорошо, с бандитизмом так и надо. А с коррупцией, а с наркотрафиком? Список вопросов можно продолжать. Вот где государственная карательная машина должна, по-вашему, остановиться? Вот здесь соблюдаем закон, а здесь не соблюдаем. Здесь соблюдаем, здесь не соблюдаем. Где, в какой точке эта машина должна остановиться? И остановится ли она по щелчку пальцев, если вдруг на пути у ней окажется просто Вася? Вася, который просто проходил мимо. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.